Представьте, вы возвращаетесь домой после работы, уставший, голодный, и тут вас встречает не пустая квартира, а робот-помощник. Он подает чай, включает мягкий свет и говорит: «Привет, сегодня был долгий день, правда?» Звучит как сцена из фильма, еще несколько лет назад, да? А сегодня это направление развивается с бешеной скоростью. Гуманоидные роботы перестают быть лабораторными экспериментами и становятся реальными помощниками в быту. Кстати, друзья, напишите в комментариях, а вы бы хотели, чтобы у вас дома жил робот-ассистент? Или идея кажется вам немного пугающей? Современные компании делают в этом направлении огромные шаги. Tesla создает робота Optimus, который уже умеет переносить коробки и выполнять базовые задачи. Китайская Unitree делает модель AK-1. Она не только ходит, но и бегает, помогает убирать помещение и поднимать человека, если тот упал. А Digit от Agility Robotics уже работает на складах Amazon. Но теперь эти технологии постепенно приходят и в дома. Если вам интересно наблюдать за подобными разработками, не забудьте подписаться. На канале будет еще много видео про реальные технологии будущего. Главная сложность для таких роботов – не железо, а интеллект. Дом – это хаос. Кошка, ребенок, тапки посреди комнаты. Робот должен не просто двигаться, а понимать, что происходит вокруг. Для этого используется искусственный интеллект. Роботы оснащаются камерами и лидарами, строят трехмерную карту комнаты, распознают объекты и планируют свои действия. По сути, они учатся видеть мир почти так же, как человек. В Японии уже тестируют роботов, которые помогают пожилым людям. Они умеют распознавать эмоции, говорить с человеком, даже предлагать музыку, если тот грустит. Это не просто техника, это уже что-то вроде компаньона. Представьте, ваш робот замечает, что вы подавлены, и включает любимую мелодию или предлагает связаться с близкими. Как думаете, такие функции нужны или это уже перебор? Напишите свое мнение в комментариях, обсудим. Отдельная тема – роботы-повара. Компания Molly Robotics создала систему, которая готовит еду с нуля, повторяя движения шеф-повара. Робот нарезает овощи, помешивает соус, подает блюдо и даже убирает за собой. Вы выбираете рецепт, и обед готовится без вашего участия. Скажите честно, доверили бы вы роботу свою кухню? Постепенно цена на такие устройства снижается. Сегодня прототип стоит десятки тысяч долларов, но с массовым производством они станут доступны, как бытовая техника. Когда-то ведь и смартфон был роскошью. Что роботы могут уже сейчас? Первое – уборка и перенос предметов. Второе – помощь пожилым, подать вещи, принести лекарства, открыть дверь. Третье – контроль безопасности, утечки воды, задымление, открытые окна. Все под наблюдением. Некоторые роботы даже умеют вызывать службу помощи, если человек потерял сознание. Отдельно стоит сказать о безопасности. Роботы нового поколения распознают присутствие человека и двигаются мягко, без рывков. Если человек рядом, робот заранее корректирует траекторию, чтобы не задеть никого. Все это благодаря алгоритмам предсказания движения и машинному обучению. А энтузиасты создают собственных роботов на базе открытых платформ с Raspberry Pi, сервоприводами и даже GPT-моделями для общения. Можно собрать компактного робота, который распознает предметы, разговаривает и учится новому через интернет. Если интересно, я могу сделать отдельное видео о таких DIY-роботах. Напишите, стоит ли. Но есть и обратная сторона – вопрос приватности. Робот, подключенный к Wi-Fi, знает все о вашей жизни. Где вы, когда дома, что говорите. Поэтому разработчики все чаще переходят на локальную обработку данных. Команды не отправляются в облако, а остаются внутри устройства. Через 10 лет, возможно, в наших домах будут полноценные робот-помощники. Вы приходите домой, он встречает вас, ставит чайник, подзаряжает телефон, проверяет температуру и даже напоминает о делах. Роботы будут работать вместе с системами умного дома, объединяясь в единую экосистему. Но главный вопрос – готовы ли мы жить бок о бок с машинами, похожими на людей? Некоторые дизайнеры специально делают роботов дружелюбными, с мягкими чертами, чтобы не вызывать тревоги. И в этом, пожалуй, ключевая мысль. Роботы не заменят человека. Они создаются, чтобы дополнять нас, освободить время для более важных дел – семьи, творчества, отдыха. Если вам интересна тема реальных технологий, а не фантастики, поддержите ролик лайком и подпиской. А в комментариях напишите, каким бы вы хотели видеть своего идеального робота-помощника. Что он должен уметь? Убирать, готовить или может просто слушать и не спорить?